Всем привет, мои хорошие! Сегодня долгожданный обзор на новинку. Это сорт называется Космос. Сорт этот мне положила Этери, принцесса Милоежка, в подарок. Я снимаю обзор. Я знаю, что очень многие ждали. Специально эту глыбушку я не чистила, не колола, чтобы показать вам. Очень тяжелый сорт. Хорошо морает руки. Он прям такой, знаете, прям очень-очень плотный. И сейчас мы с вами попробуем его расколоть. Видите, он даже колется очень тяжело. Он очень плотный. Оп. Вот это я и хотела. Вот такой вот он внутри. Видно, что железистые вкрапления. Видно, что он слоистый. Вот такая красота. Ну, знаете, вот видно, что сорт достали из воды. Он добывается в родниковой воде. Продавец не скрывает этого. За что огромное спасибо. Вот такая. Вон, смотрите, какая интересная структура у него. Но он очень, конечно, такой тяжеленький. И очень хорошо морает руки. Так, этот кусочек мы опустим в воду. Поет. Когда его зачищаешь, он становится очень-очень гладким, такой очень гладенький, также напудренный. И чувствуется, что он будет очень плотный. Но я, конечно, попробую погрызть. Если будет тяжело откусываться, конечно, мы его расколем. Он как поет. Так, он крошится в воде. Откалываются от него кусочки, я вам потом покажу. Хочу вам показать. Смотрите. Классно. Прям очень такой певучий сорт. Давайте приступать. Как всегда, погрызу и опишу.
Итак, что по поводу сорта Космос. Он очень плотный, от большого куска будет нереально откусить. Он плотный, это сухой сорт. Лично для меня, я описываю лично свои ощущения, так как я чувствую. Космос относится к тем сортам, которые имеют яркий вкус. У него свой вкус. Когда вы его откусываете, он хорошо хрустит. Он плотный. И вы сразу я почувствовала такой насыщенный вкус пыли, известковый, сухой. Вкус, вот когда вас в школе к доске вызывали, вы мелом по доске писали, как правило, мелки были мягких сортов, и вот он крошился, пыль вот эта вот меловая, у него такой вкус. Вкус свежести, вкус чистый, без всяких примесей. И вот эта вот меловая пыль, известковая, сухая пыль, она прям очень сильно ощущается в самом начале. По структуре. Так, плотный, вы его откусываете, он разлетается на маленькие кусочки, такие как пластиночки, с ощутимой грубой крупинкой. Но по мере намокания, по мере того, как вы его жуете, эта крупинка меняет текстуру. Она из грубой крупинки сначала в средней жесткости, потом появляется молочко, и с этим молочком она становится еще мягче, еще приятнее. То есть интересный сорт. Вот первый раз я такое встречаю, что от очень грубой крупинки до такой ощутимой, но мягкой. То есть крупинка до конца. Кто любит крупинку до конца, кто любит сухие плотные сорта, кто любит пыльные вкусы, вкусы свежести, да, попробуйте, не пожалеете. Очень прикольный сорт. Я люблю сухие сорта, но грызть его нужно маленькими кусочками, потому что он очень-очень плотный. Я где-то слышала, что Космос сравнивают с песочным сортом. Как по мне, нет. Поначалу может показаться, что он грубый, но я пробовала красный, я пробовала Новый Оскол. У них тоже есть крупинка такая ощутимая. Вот у Космоса крупинка вначале жесткая, но при полном разжевывании она становится приятная. Такая, я не скажу, что прям очень мягкая, но очень и очень комфортная. В сухом виде Космос мне зашел. Давайте пробовать. В мокром, видите, кусочек отломился. Погрызу, опишу. Могу сказать вам сразу, в мокром виде Космос мне зашел куда больше, чем в сухом.
Так, что касается космоса в мокром виде. Понравился он мне в мокром виде больше, чем в сухом. Объясняю. Значит, кусается, естественно, он легче. Разлетается на кусочки, которые быстро разлетаются на крупинки. Крупинка средней жесткости. И вы начинаете жевать, и вот эта вот крупинка, она хрустит. Постепенно эта крупинка образует такую кашицу. Он не залипает. Кашицу, значит, и чем больше вы жуете, тем больше крупинок превращаются в эту кашицу. И в конце практически, ну как бы вы ее ощущаете, эту крупинку, она до самого конца. Но чем дольше вы ее жуете, тем, как говорится, больше ее растворяется. Вкус. Этот сорт меняет вкус от начала до конца в мокром виде. Поначалу, когда я откусила, это прям мокрые бетонные стены. Это прям вымытый подъезд, слегка подвальный. Затем появляется вкус свежести, вкус такой, знаете, вот именно асфальта после дождя. И в самом конце я ярко почувствовала вкус талой воды. Ни речки, ни тины, ничего. Вкус талой воды. Объясняю, талая вода у меня это вот снег, когда заносишь с улицы в ведерке, он начинает таять. Вот стоит запах такой. Вот у этого сорта в самом конце ощутимый вкус талой воды в мокром виде. Кто любит крупинчатые сорта, кто любит сухие сорта, кто любит плотные сорта с крупинкой, это ваш вариант, попробуйте. Мне понравился, в сухом виде мне понравилось, что у него есть яркий, пыльный, меловой вкус. В мокром виде он мне вообще очень сильно понравился, с этими нотками подвала, талой воды, свежести. Если вы ищете что-то для себя новенькое, попробуйте космос. Я благодарна Терри, что она предоставила мне такую возможность. Огромное ей спасибо. Ссылка на продавца будет в описании под роликом. Оставлю обязательно. От меня твердое 4 с плюсом. Потому что я не любитель очень сильно твердых сортов. Я не очень люблю слишком плотные сорта. И не очень люблю слишком грубую крупинку. Но повторюсь еще раз, крупинка меняет свою структуру по мере намокания и разжевывания. Однозначно от меня 4 с плюсом. Я очень рада, что мне предоставили такую возможность снять обзор и попробовать этот сорт. В общем, рассказала вам все, что я чувствую. В общем, вот такой сегодня красавчик у нас был с вами на обзоре. Я очень рада, что я его попробовала. Блин, мне так он нравится. Смотрите, какие. Но видно, что это не глыба не с горы, а что именно водой омывался. Всем огромное спасибо за внимание. Пишите в комментариях, кто пробовал этот сорт, как он вам. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.